7 декабря 1987 года авиалайнер British Aerospace 146 авиакомпании Pacific Southwest Airlines совершал внутренний рейс 1771 по маршруту Лос-Анджелес-Сан-Франциско. На борту самолета находились 43 человека. Рейс 1771 вылетел из Лос-Анджелеса примерно в 15 часов 50 минут и взял курс на Сан-Франциско. На его борту находились 5 членов экипажа и 38 пассажиров, среди которых находились 4 сотрудника авиакомпании Pacific Southwest Airlines и US Air. В 16 часов самолет набрал высоту 6700 метров. 14 минут спустя, в 16 часов 14 минут, 35-летний пассажир Дэвид Бёрк достал револьвер Smith & Wesson, заряженный 6 патронами, и открыл стрельбу. Первым он убил пассажира Реймонда Томпсона, своего бывшего начальника. Незадолго до этого он подбросил ему зловещую записку, написанную на гигиеническом пакете. «Привет, Рэй. Думаю, в том, что все заканчивается именно этим, есть некая ирония. Я попросил у тебя снисхождения для моей семьи, помнишь? Я его не получил, и ты не получишь», было написано в записке. Затем Бёрк пошел в кабину пилотов, в которую убежала одна стюардесса. Она лишь успела сказать командиру экипажа: «Командир, у нас проблемы». Командир спросил, в чем проблема. Ворвавшийся в кабину Дэвид Бёрк ответил: «Я проблема». Застрелив стюардессу и обоих пилотов, он толкнул штурвальную колонку вперед и ввел самолет в отвесное пикирование. Затем он вышел из кабины пилотов, застрелил находившегося на борту в качестве пассажира шеф-пилота авиакомпании Pacific Southwest Airlines Дугласа Артура, который шел к кабине. В 16 часов 15 минут во время пикирования на максимальной тяге двигателей самолет перешел звуковой барьер 1200 км в час. В 16 часов 16 минут на скорости 1240 км в час рейс 1771 врезался в холмы близ Пасо-Роблеса и полностью разрушился. Погибли все 43 человека на его борту, 5 из них были застрелены. Расследованием причин катастрофы рейса 1771 совместно проводили Национальный совет по безопасности на транспорте и ФБР. По итогам расследования причиной катастрофы стала стрельба на борту лайнера, устроенная бывшим сотрудником авиакомпании US Air Дэвидом Бёрком. Он был уволен за кражу выручки из самолетного бара на $69. До этого его могли арестовать за попытку нелегальной перевозки кокаина из Ямайки в США, но служебный жетон при этом не изъяли. Он решил отомстить за увольнение и, воспользовавшись сохраненным жетоном, для обхода предпосадочного контроля смог пронести револьвер в самолет. Во время полета он расстрелял 2 пассажиров и 3 членов экипажа и ввел самолет в пикирование, убив еще 37 человек. После катастрофы рейса 1771 были введены правила, согласно которым все авиакомпании мира должны ужесточить предпосадочный контроль, который помимо пассажиров теперь должны проходить и члены экипажа, и обязать всех увольняющихся или уволенных работников авиакомпаний обязательно сдавать все документы и служебные жетоны. Смотрите также, в ноябре 1983 года была осуществлена попытка угона самолета с 18 по 19 ноября, в ходе которого был захвачен авиалайнер Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот». Рейс 6833 Тбилиси-Батуми, Киев-Ленинград с целью бегства из СССР золотой молодежью из уважаемых грузинских семей. В результате оказанного экипажем самолета сопротивления лайнер был посажен в аэропорту Тбилиси. На следующий день группа Альфа КГБ СССР штурмом захватила самолет. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.